В отличие от остальных паттернов, ложный пробой формируется на боковом движении. Внутри бокового движения часто формируются различные варианты ложного пробоя. Если мы будем их рассматривать, то утонем в болоте, поэтому я предлагаю, если и торговать, то торговать ложный пробой на границах боковика. Сам я не часто использую в торговле ложный пробой. О том, в каких случаях его торгую, расскажу ближе к концу нашей встречи. Третий признак – возврат цены после пробоя в диапазон боковика. С этим тоже не все просто, но об этом буду говорить дальше. А теперь покажу пример на графике. Есть боковое движение, сформированное несколькими максимумами и минимумами, цена пробивает их и возвращается внутрь диапазона. А теперь небольшой вопрос. Как думаете, то, что обвел, тоже ложный пробой? Подумайте немного. Кто сказал, что это не ложный пробой, прав, так как цена расширила диапазон. И это один из самых неприятных моментов боковика и ложного пробоя. Сейчас посмотрим, как формируется ложный пробой. Цена формирует границы диапазона, от нижней границы трейдеры выставляют заявки на покупку, от верхней на продажу, и таким образом пытаются заработать. Выше границ стоят стопы. Если цена выходит за границу диапазона, то она активирует заявки Buy Stop и Stop Loss. Эти заявки должны привести к усилению роста. Но если рост не происходит, значит давление продавцов возвращает цену в диапазон. И этот момент можно использовать для входа в сделку. Сразу оговорюсь, что вход на ложном пробое в боковике – это не для новичков. И даже опытные трейдеры используют его нечасто. Поэтому то, что сейчас покажу, примите к сведению, но если ваш стаж в торговле менее 2-3 лет, не используйте. Вы спросите, а зачем тогда об этом паттерне вообще рассказывать? Дело в том, что этот паттерн при определенных условиях дает очень хорошую подсказку для определения текущего тренда, и для этого его использовать то, что нужно. Но это я забежал немного вперед, об этом расскажу чуть дальше.